Привет, мои дорогие! Спасибо, что смотрите это видео. Меня зовут Оксана, я косметолог, и сегодня вы узнаете, как в домашних условиях очень быстро подтянуть овал лица, как убрать дряблость увядающей кожи. Сегодняшняя маска убирает даже самые глубокие морщины и отлично осветляет кожу, убирая пигментные пятна. Маска подходит для всех типов кожи. Для достижения наилучшего эффекта сделайте эту маску 2 или 3 раза в неделю, чередуя ее с другими масками, рецепты которых вы можете найти на моем канале. Эту маску можно хранить в холодильнике в закрытом виде до 5 дней. Эту маску можно нанести на кожу лица, на кожу шеи, на кожу зоны декольте. Аккуратными вбивающими движениями также нанесите эту маску и на кожу вокруг глаз. После применения этой маски поделитесь своим впечатлением и напишите свой отзыв в комментариях. И давайте приступим. Для сегодняшней маски нам понадобятся простые доступные ингредиенты. Нам понадобятся дрожжи пищевые. Можно использовать как сухие дрожжи, быстрые, так можно использовать и дрожжи из брикетов. Если вы используете дрожжи из брикетов, то возьмите 1 чайную ложку дрожжей, доведите до комнатной температуры и приступайте к приготовлению сегодняшней маски. Я люблю использовать для домашнего ухода именно сухие, быстрые дрожжи. Процесс приготовления домашних масок с помощью таких дрожжей более простой и очень быстрый. Возьмите 1 чайную ложку дрожжей без горки. Следующий ингредиент для этой маски нам понадобится рисовая мука. Можно самостоятельно приготовить рисовую муку, также можно и уже использовать готовую муку. Сочетание дрожжей и рисовой муки дает очень хороший омолаживающий эффект, так как дрожжи отлично питают кожу, хорошо омолаживают и в момент подсыхания отлично подтягивают кожу. Возьмите также 1 чайную ложку рисовой муки. Если у вас нет готовой рисовой муки, то ее можно приготовить самостоятельно. Возьмите небольшое количество белого риса, перемелите его в кофемолке до получения порошкообразного состояния. И эту муку вы можете использовать в домашнем уходе. Я рекомендую приготовить большее количество рисовой муки, так как рисовую муку очень часто используют для приготовления домашних масок. На этом этапе тщательно взбейте все сухие компоненты, так, чтобы они равномерно распределились. Следующий ингредиент для этой маски нам понадобится заваренный черный чай. Можно использовать любой черный чай, главное, чтобы он был очень крепко заварен. Можно использовать черный чай с различными фруктовыми либо цветочными добавками. Черный чай – это отличный абсорбент, который борется с свободными радикалами, предотвращает преждевременное старение кожи. Нужно взять также 1 чайную ложку черного чая. В зависимости от того, какую дрожжевую консистенцию вы используете, количество жидкости на этом этапе варьируется. Если вы используете дрожжи из брикетов, то достаточно 1 чайной ложки. Если вы используете сухие быстрые дрожжи, то возьмите 2 чайные ложки. И приступайте к смешиванию компонентов. В момент приготовления домашних масок не торопитесь, тщательно взбивайте все ингредиенты. От этого будет зависеть качество маски и тот эффект, который она окажет на вашу кожу. Все свои домашние маски я показываю в реальном режиме времени. Достаточно 7 или 8 минут, чтобы в домашних условиях приготовить очень эффективную антивозрастную маску. Тщательно взбейте все компоненты, так, чтобы получилась однородная приятная консистенция и все ингредиенты вошли во взаимодействие. В момент смешивания сделайте как бы взбивающий эффект, так, чтобы маска взбилась и имела приятную консистенцию. Если у вас маска получается густоватая, то можно добавить еще небольшое количество черного чая. Уже пошел приятный аромат. Следующий ингредиент для этой маски нам понадобится косметическое масло. Можно использовать масло миндальное, масло виноградных косточек, масло зародышей пшеницы. Для сегодняшней маски я использую миндальное масло. Также вы можете использовать для приготовления домашних масок и масла косметические, которые вы можете приготовить самостоятельно в домашних условиях. Кто не знает, как это сделать, зайдите в плейлист «Косметические масла» на моем канале. Нужно взять 10 капель косметического масла. Я использую миндальное масло. И тщательно взбейте все компоненты так, чтобы они вошли во взаимодействие.
последнюю очередь добавьте в сегодняшнюю маску сок лимона. Можно использовать свежевыжатый сок лимона, также хорошо подойдет и уже готовый сок лимона. Если у вас нет готового сока лимона, можно его заменить витамином С в таблетках. В этом случае возьмите одну таблетку, разомните в порошок, размочите ее водой и добавьте в сегодняшнюю маску. Также для сегодняшней маски хорошо подойдет и аскорбиновая кислота. Если вы используете аскорбинку, то также возьмите щепотку аскорбиновой кислоты, разведите ее в 1 чайной ложке и добавляйте в сегодняшнюю маску. Кислоты отлично отшелушивают верхний ороговевший слой клеток, выравнивают цвет лица, дают очень сияющий оттенок кожи. Нужно взять 10 капель витамина С. И также тщательно взбейте все компоненты, чтобы получилась однородная и приятная консистенция. Все свои рецепты домашних масок я показываю в реальном режиме времени. Достаточно 7 или 8 минут, чтобы в домашних условиях приготовить очень качественную омолаживающую маску. Эту маску можно хранить в холодильнике в закрытом виде до 5 дней и использовать в недельном уходе, чередуя ее с другими масками, рецепты которых вы можете найти на моем канале. Не забывайте подготавливать кожу перед нанесением домашних масок. Сделайте кислотную скатку или кислотный пилинг. Возьмите 3 или 4 таблетки ацетилсалициловой кислоты, размочите их водой комнатной температуры и нанесите на умытую влажную кожу лица, кожу шеи, кожу зоны декольте. Не наносите кислотную скатку на кожу вокруг глаз. Если у вас кожа поврежденная скуперозом, то просто нанесите кислотную скатку, оставьте на 5 минут и затем смойте водой комнатной температуры. Если на коже нет участков, поврежденных куперозом, то сделайте скрабирующий массаж в течение 3 минут. Затем оставьте еще на 2 минуты кислотную скатку, затем смойте водой комнатной температуры и приступайте к нанесению домашней маски. Для жирного типа кожи кислотную скатку нужно делать 1 или 2 раза в неделю, для сухого типа кожи 1 или 2 раза в месяц. Эту маску нужно наносить в 2 слоя. Первый слой этой маски очень быстро впитается, поэтому сразу приступайте к нанесению второго слоя. Держать маску нужно не более 20 минут. Затем размягчите лицо влажным махровым полотенцем и смойте маску водой комнатной температуры. Затем нанесите питательный или увлажняющий крем. Обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями, мамами, подругами, для того, чтобы как можно больше женщин знали о простых способах омоложения кожи лица в домашних условиях. Всех люблю, целую, обнимаю. Всем мира, добра и красоты. А с вами была Оксана. Увидимся в следующем видео. Всем всего хорошего. Пока-пока.